Меня зовут Вера Куклина, я профессор в университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия. А, Я родилась и выросла в бурятской деревне в Усть-Ордынском автономном округе и а, училась в школе, затем 2 года училась в интернате, потому что у нас в школе только неполное среднее образование. И затем на географическом факультете Иркутского государственного университета в Иркутске. Вот. Из университета я поступила в аспирантуру в Институте географии Сибирского отделения Российской академии наук. Там получила кандидатскую степень по географии и работала до 2022 года на самом деле. Вот. То есть была аффилирована с институтом, но переехала в США в 2013 году по семейным причинам. Вот. Поэтому здесь моя карьера началась только, ну, официально началась в 2019 году, когда я получила свой первый грант по неформальным дорогам. То есть это грант Национального научного фонда, и, конечно, он базировался в основном на моих предыдущих исследованиях, которые я проводила в России. Ну, наверное, это было не совсем целенаправленно, потому что на самом деле у меня одна тетя была экономистом, работала в Сбербанке. В 90-е годы это было, конечно, совсем другой уровень жизни, чем тот, который был в деревне. И я хотела следовать ее стопам, но я подала документы в 2 вуза. Один был конкретно по аудиту и финансовому учету в экономической академии, но там был огромный конкурс, и не поступила. Но второй вариант был географический факультет, где было написано, что это экономическая и социальная география. Вот. Я решила, что если как-то связано с экономикой, то, может быть, в дальнейшем я смогу вырулить в эту сферу. Но в итоге, когда я пришла в университет, и после первого курса мы отправились как это у нас называется-то? Практика. У нас была полевая практика на Аршане, то есть это Саянские горы, мы там ходили в походы, смотрели разные геоморфологические формы, гидрологию, смотрели, как люди живут в сфере, работают в сфере туризма, вот, и каким образом это предоставляет им источники доходов. Вот, и поняла, что география, она намного интереснее, чем экономика. Вот. С тех пор продолжаю. Вот, конечно, самое мое любимое занятие – это путешествовать. Вот. И когда есть возможность совмещать приятное с полезным, это, конечно, вдвойне приятно. Ну, я все-таки остаюсь географом, и просто когда вот больше ориентируюсь на вот свое культурное наследие, то восприятие мира как целого, да, вот, в целостности, то оно, конечно, ведет к тому, что приходит понимание, что невозможно только вот при помощи карт объяснить всю реальность. Ну или при помощи только анализа социальных отношений, или только там гидрологии, геоморфологии и тому подобное. Вот, что для того, чтобы реально приблизиться к пониманию действительности, нам необходимо сотрудничать между представителями разных дисциплин, с местными жителями, с художниками,
для того, чтобы вот, задействовать все наши, во-первых, органы чувств, во-вторых, наши знания и вообще все наши эмоции. Все это очень важно для того, чтобы вот, быть более, как это, созвучным тому, что происходит сейчас в мире. У меня, конечно, основной метод все-таки это полевые наблюдения, то есть это путешествие как раз в сообщество, а, интервью и спор вот, разных материалов. То есть сейчас я очень много стараюсь работать с другими специалистами. Просто круг очень широкий. То есть вот когда у нас была экспедиция, например, в Токму в 2021 году, последняя наша экспедиция, у нас был геоморфолог, картограф, ландшафтовед и вот, социальный географ. То есть я смотрела, как люди измеряют мерзлоту, смотрела, как описывают ландшафты. То есть, когда человек сидит в помещении, интервью происходит одним образом. Но если ты находишься на улице, если ты видишь ландшафт, если ты вот реагируешь на ландшафт, то интервью совсем происходит по-другому, потому что есть возможность поговорить о том, о том опыте, который мы разделяем с человеком. Потому что очень много вот, взаимодействия с ландшафтом, они невербальные. Наш проект называется «Неформальные дороги», и он до сих пор продолжается. Это последний год завершающий, поэтому вот как раз есть возможность продемонстрировать, как он прогрессировал в течение почти 5 лет, вот с 2019 года до 2024. То есть это проект про дороги, которые официально не существуют на картах. Если вы посмотрите обычную карту, которая существует, да, вот обычная здесь ArcGIS-карта. ArcGIS основной инструмент, который используют наши географы. Вот, видите, здесь почти ничего нет. Чистое пространство, без каких-либо обозначений. Но если мы вот начинаем там... Ну, то есть она ничего нам не покажет на самом деле. Поэтому мы должны сами найти дороги, которые есть в лесу, в тайге, и показать, какое они оказывают воздействие на природную среду, на местные сообщества. И для того, чтобы это показать, мы отправляемся в экспедиции и на месте картируем это все, ставим точки, используем GPS для того, чтобы точно зафиксировать на местности, где мы передвигаемся. Вот, например, вот этой дороги на самом деле не существует, но мы ее нарисовали, потому что она... то есть не существует на официальных картах, но в реальности она создана лесными компаниями. Вот. То есть мы работаем с разными инструментами, какие доступны для наших партнеров. Ну, то есть делаем записи полевые по ходу движения, и это то, что затем используется для анализа этой территории. То есть вот я показывала, что на официальных картах дорог нет, но вы видите, что даже если вот так просто приблизить обычную карту Google, то можно увидеть, что вот здесь у нас нефтедобыча происходит, здесь идут лесные вырубки, и есть очень много районов, где идет сейсморазведка. То есть лес вырубается для того, чтобы найти вот, полезные ископаемые. Это очень большое воздействие на экосистемы и создание сети
очень плотной сети дорог, ну, тех, которые мы называем неформальными дорогами. Ну и, конечно же, основываясь на этих картах, мы уже затем можем делать оценки экологического воздействия, социального воздействия, там, проблемы браконьерства, проблемы пожаров, которые связаны с развитием дорог. Мы это описываем в наших разных статьях и смотрим, как изменяется ландшафт под этим воздействием. И в связи с изменениями климата все эти накладываются друг на друга воздействие дорог и климата, и происходит усиленная деградация ландшафтов, мерзлоты и в целом снижение биоразнообразия. Вот для того, чтобы донести это до широкой аудитории, мы еще и работаем вместе с художниками. И здесь я просто хотела тоже показать, потому что это наглядно, что не только вот картографический материал, но еще и вот мы ездили с фотографом, который вот фиксировал то, что мы видели по дороге. Ну, способ донести до максимально широкой аудитории то, что происходит в тайге, и как это может повлиять на жизнь в других участках мира. И мы создали неформальную группу ArtLink, это Art Science, то есть искусство, наука, местное и коренное знание. Вот здесь наш проект «Неформальные дороги», где вы тоже можете подробнее прочитать о нем. Конечно же, основной вот производитель космоснимков — это у нас НАСА, то есть у них спутники Landsat, и вот есть просто широкий спектрум, вы можете посмотреть, какие разные бывают волны, и как они фиксируются разными спутниками. Вот. Но с Landsat проблема то, что разрешение очень низкое, то есть это 30 метров одной пиксель. То есть вы представляете один пиксель экран, да, и в нем 30 метров. Если мы хотим картографировать дороги, то это уже намного сложнее их найти на таких снимках. Вот, поэтому мы обращаемся к коммерческим снимкам Maxar, то есть раньше это был Digital Globe. Они используют GeoEye, World View космоснимки, которые имеют разрешение 40 сантиметров, 30 сантиметров. То есть вы заходите в Maxar, набираете, где вы хотите работать. То есть я вот выделила свой регион исследования, и он мне выдает все снимки, которые есть в этом регионе. То есть мы показываем, что нам не надо, чтобы были облачные снимки, и здесь есть дата, есть конкретный спутник, который в это время пролетел над этой территорией. Каждый снимок весит около 11 гигабайтов. То есть Maxar, вот эти коммерческие снимки, они есть с 2002 года. Если мы хотим посмотреть, что было до этого, то у нас, к сожалению, есть только Landsat, который с 80-х годов летает. И есть снимки, которые были сделаны шпионскими аэросъемкой. Теперь эти все снимки выложены на Earth Explorer, это сайт USGS, и здесь можно просто зайти и найти. То есть есть вот датасет здесь, деклассифицированные данные, и что вот в этих данных вы сможете найти, какие шпионские самолеты летали над нашей территорией в 60-х годах. Разрешение у них было около 2 метров, то есть это очень хорошее разрешение. Вот. И эти снимки, к сожалению, платные, но там около $60 за снимок. Выделяем нашу карту, да, и потом на этой карте мы пытаемся показать, какие вот эти мы выбрали вот эти снимки и результаты. Вот. Да, и он сейчас ищет, какие есть снимки в этом конкретном квадратике. Вот. И затем, вот, например, вот этот снимок, да, он показывает, где вот этот вот пролет произошел, в каком году и
ну и прочие данные. Но они черно-белые, но с другой стороны дороги на них все равно видны, поэтому у нас была возможность сравнить то, что было в 60-е, 70-е годы с тем, что вот в настоящее время, как все изменилось. Вот. И это требует, конечно, огромных усилий для того, чтобы показать, во-первых, закартографировать, во-вторых, показать все эти изменения. Поэтому уже было недостаточно работы одних только сотрудников, и мы прибегли к помощи Humanitarian Mapping Society. Это у нас есть в университете, базируется эта группа, но на самом деле она работает по всему миру, можно сказать. То есть они проводят мапофоны, собирается человек 20-30 студентов, которые кушают пиццу и картографируют все, что необходимо. То есть вот ураганы, например, когда происходят, или еще какие-то стихийные бедствия. Ну или как в моем случае, вот что надо было закартографировать дороги. Вот мы проводили такой мапофон и вот, использовали труд студентов для того, чтобы сделать такую карту. А затем эта карта будет выложена в OpenStreetMap для того, чтобы она была доступна широкому кругу аудитории. Frozen Commons. Это междисциплинарный, трансдисциплинарный проект, который мы развиваем в сотрудничестве между 6 университетами. Это университет Джорджа Вашингтона, университет Нью-Хэмпшир, Аляска-Тихоокеанский университет, университет Аляски Фэрбэнкс, университет Северной Айовы, университет Аризоны. У каждого университета есть примерно свои задачи, но на самом деле есть пересечения, и мы зависим друг от друга в проведении наших полевых исследований, в проведении анализа, потому что это как раз то, что мы говорим о трансдисциплинарности, когда мы видим, что необходимы знания в гидрологии, необходимо понимать качество снега и льда и мерзлоты для того, чтобы задавать вопросы местным жителям, а затем, задавая вопросы местным жителям, получая от них какие-то ответы, мы должны опять же обратиться к гидрологам, к мерзлотоведам для того, чтобы узнать их позицию. И мы используем, опять же, космоснимки для того, чтобы увидеть пространственное измерение наших вопросов. Используем моделирование для того, чтобы спрогнозировать, что будет в будущем. И наши модели в идеале должны включать не только научные, но и модели представлений коренных жителей о том, что происходит со снегом, с мерзлотой и со льдом, и как это может отразиться на их дальнейшем благосостоянии, на ландшафтах, на их образе жизни, о том, как они себя позиционируют. Возникают также риски из-за того, что природные условия, они становятся менее предсказуемые. То есть люди привыкли надеяться на свои многолетние наблюдения, но оказывается, что в настоящее время эти наблюдения не всегда корректны, потому что вдруг случаются какие-то стихийные бедствия, усиливаются пожары, усиливаются какие-то наводнения. И все это, конечно, создает огромный стресс. И необходимо это понимать для того, чтобы планировать, что делать в будущем, для того, чтобы пытаться адаптироваться к этим изменениям климата. Для широкой общественности это важно, потому что
люди в Арктике оказались первыми свидетелями таких грандиозных изменений, я бы сказала. И в будущем можно только ожидать, что все это будет случаться не только в Арктике, но и на всей планете, во всех регионах. Поэтому мы учимся как раз у местных сообществ тому, как адаптироваться, тому, как существовать в новых условиях. Ну и, конечно же, учимся тому, чтобы предотвратить такие дальнейшие изменения климата. Наверное, это основная задача вот нас, как ученых, показать, к чему может привести наше такое существующее положение вещей, когда некоторые люди до сих пор сомневаются в изменении климата, сомневаются в том, что человек на это влияет, и получить подтверждение документальные, получить подтверждения научные и подтверждения от местных жителей. Это, конечно, надеюсь, что поможет также изменить вот эту парадигму мышления людей. Мы живем в городах, мы живем окруженные комфортом, а люди, которые живут вот в таких удаленных местностях, они оказываются первыми, кто испытывает последствия вот этих изменений климата. То есть для меня было просто огромным шоком, когда я первый раз приехала в Катанский район на север Иркутской области, вот село Токма как раз это находится в Катанском районе. И почему я до сих пор пытаюсь продолжать исследования, что люди продолжают жить традиционным образом жизни, они находятся в тайге иногда по месяцу, иногда больше, и не зависят от магазинов, от каких-то удобств, и живут вот в такой гармонии с миром, да, но тут к ним приходят лесники, приходят геологи, которые начинают рубить лес, и местные жители видят, как это все сказывается на ландшафте, и видят, как начинаются сейчас новые какие-то явления, например, как зомби-пожары, которые они раньше не видели такого, они просто приходят в ужас от того, что сейчас, вот как горели торфяники в Москве, вы, наверное, помните, да, вот в Сибири раньше такого не было, потому что у нас была мерзлота, которая защищала от этих пожаров, и вот сейчас из-за того, что изменение климата происходит, из-за того, что происходят эти вырубки, мерзлота разрушается, и пожар уходит не только вширь, но еще и вглубь. Вот. И это уже необратимые такие последствия. И я вот путешествовала также в горах, вот, ездила к Тафаларам, к Сайотам, к тувинцам, тоджинцам. Это люди, которые живут тоже в таких же суровых условиях, примерно как в Арктике, потому что они находятся на высоте. Вот. И там тают ледники. И что это значит для их традиционного образа жизни, который зависит от оленей, это, конечно, тоже катастрофа, потому что в тундре люди сейчас передвигаются на север для того, чтобы быть в более холодных условиях. То есть оленям надо, чтобы было более-менее холодно. И летом надо спасаться от гнуса, от комаров в ледниках, в снежниках. А с каждым годом ледников и снежников становится все меньше и меньше. То есть олени не знают, куда деваться уже от этого всего, они страдают, они становятся слабее, и в итоге вот образ жизни
вот этих коренных народов оказывается тоже под угрозой исчезновения. Байкал, конечно, является центральной частью всех наших интересов в регионе. И это святое озеро для нашей культуры. А, Он до сих пор притягивает не только туристов, но еще и религиозных паломников, потому что считается местом силы. И вот, ну, на самом деле, конечно, уникальное такое явление, когда сосредоточена 1/5 часть мировых запасов пресной воды и огромное количество, около 1000 разных видов эндемиков, и то, что он до сих пор растет, каждый год он увеличивается на 4 сантиметра, то есть он еще продолжает вот развиваться, и еще неизвестно, что там какие сюрпризы будут в будущем. Ангара на самом деле единственная река, которая вытекает из Байкала. И здесь тоже большая еще такая проблема с тем, что на Ангаре стоят гидроэлектростанции. Вот, то есть на самом деле, особенно в Бурятии, ученые считают, что Байкал это уже не естественная система, а искусственная, потому что уровень Байкала контролируется вот этой ГЭС, насколько они решат поднять уровень или опустить уровень. То есть там есть закон о Байкале, и там прямо прописано, в каких пределах можно регулировать уровень озера Байкал. То есть это на самом деле вот такая сложная техногенная система, и что из-за того, что построили эту плотину, конечно же, очень много было разрушений по берегу, то есть эрозия из-за того, что поднялся уровень воды. Ну, то есть, представляете, в любом месте, где строятся плотины, происходит затопление, и вот на Байкале это тоже произошло вот в 50-е годы. Ну, на самом деле это зависит, конечно, очень сильно зависит, наверное, от политической воли, потому что основные загрязнители это все-таки не туристы. У нас был Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который только 10 лет назад закрылся, и там до сих пор есть риск загрязнений из-за того, что все эти отходы хранятся в этих накопителях, шламонакопителях. Если они попадут в Байкал, то это будет экологическая катастрофа. Конечно, то, что там вот железная дорога проходит прямо по берегу Байкала, и то, что они собираются там еще вырубать лес на берегу Байкала, это все будет сказываться намного сильнее, чем туристы. Ну и туристы, конечно, хотелось бы, чтобы это было все-таки больше экологическим туризмом. И здесь есть тоже такой момент, что на Байкале, вот я говорила уже, что буряты являются коренным населением, но им запрещено заниматься традиционным рыболовством, то есть омуля запрещено ловить, запрещено заниматься сельским хозяйством, то есть то, что они традиционно занимались скотоводством, и все это оказалось под запретом. Это, конечно, по сравнению вот с другими странами, для меня кажется, что просто неприемлемо. То есть оказывается, мы в такой же ситуации, как есть такие дискуссии о колониальном туризме, когда люди приезжают и забирают какие-то ресурсы, да, в данном случае рекреационные, а местное население от этого не получает никакой прибыли. В основном крупные туристические организации это, конечно же, не местные. Чаще всего офисы находятся где-то в Москве или Санкт-Петербурге. И, конечно, нанимают тоже не местных. То есть местные в итоге оказываются в публичном пространстве такими
как их показывают какими-то виновниками того, что озеро загрязняется и тому подобное. Русский язык был важен в наших проектах, которые проводились на территории России для того, чтобы проводить интервью, во-первых. Во-вторых, чтобы уметь читать на русском языке, потому что очень много источников, которые не переведены на английский язык. И хотя мои студенты пользуются там разными переводчиками, и они становятся все лучше и лучше, ну, в смысле, программами, переводчиками, но, к сожалению, все равно понимание контекста, понимание нюансов, оно, конечно, теряется, и для них иногда сложно понять какие-то там слова, которые переводчик буквально переводит, но оказывается, что это совсем не то, о чем люди говорили. Вот, поэтому это, конечно, большой плюс. И вообще знание языков – это большой плюс. Ну, то есть для Арктики это особенно важно, потому что у нас половина Арктики в России, и надо понимать, что там происходит для того, чтобы строить какие-то климатические модели те же, для того, чтобы правильно прогнозировать будущие изменения. То есть мы, с одной стороны, есть, конечно, гуманитарные цели, о том, что надо обмениваться знаниями, обмениваться опытом, но, с другой стороны, даже чисто в технической научной сфере оказывается, что это невозможно делать реальные прогнозы, невозможно делать реальные модели, невозможно вообще оценивать ситуацию в Арктике без знания российского контекста. Вот. Поэтому, с одной стороны, даже находясь за рубежом, вот у нас, то есть я сама из России, у нас очень много коллег, которые из России, которые вот, говорят на русском языке для того, чтобы именно изучать арктические вопросы в циркумполярном контексте. Книги, наверное. Хотя зависит от фильма тоже, от книги. Наверное, для меня важная книга – это «Человек у Байкала», написанная Ириной Урбанаевой, потому что это исследовательница, которая как раз обратила внимание на вопросы экологической этики у людей, живущих на Байкале. И она не делает особых различий между различными этническими группами. Она считает, что если у вас есть этичные отношения, то это уже не важно, кто вы по национальности, это вот то, как вы умеете выстраивать отношения с миром. Мне кажется, это очень глубокая мысль, и я считаю эту книгу очень актуальной. Не знаю, если она есть в интернете, но очень рекомендую. Наверное, главный совет – это не бояться мечтать, потому что если у вас есть амбиции, есть какая-то цель, то маленькими шагами можно достичь буквально всего, что пожелаете. Ну, конечно, надо быть открытыми, и мне кажется, очень важно иметь собственную позицию, которая будет не зависеть от моды, от каких-то там тенденций, от политических взглядов, потому что когда вы подходите к
восприятию мира, проблем с, можно сказать, с чистого листа, то вы можете увидеть намного больше, чем если у вас будут какие-то вот шоры. Но мне кажется, чрезмерное потребление – это основная проблема. То есть, если мы все научимся как-то жить в соответствии с какими-то такими потребностями, которые не чрезмерные, если мы будем понимать, что вот любая наша покупка, любые наши какие-то решения, а, они влияют в цепочке влияют на изменение климата, то я думаю, что это очень важно на индивидуальном уровне вот, быть более осознанными потребителями. Байкал, конечно. Если вы не были на Байкале, то вы просто не представляете, что такое Россия и, ну и мир.